Всем привет, это Академия Покер, и сегодня мы расскажем нашим зрителям об одном из самых успешных игроков современного покера – Дэнни Смите. Человека, который потратил более 10 лет, чтобы избавиться от прозвища «лучший игрок без браслета». Покер-рум, покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фри-ролл $150. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хат. Больше информации в описании под видео. Покерные достижения Дэна Смита сложно недооценивать. Более 38 миллионов долларов призовых позволили ему прочно обосноваться на 5-м месте самых успешных турнирных игроков. Среди его трофеев чемпионские титулы ЕПТ и ВПТ, многочисленные победы в турнирах хай-роллеров, а также заветный браслет в СОП, которому Дэн шел большую часть своей карьеры. Даниэль Негриано назвал его лучшим игроком, у которого нет браслета в СОП, зато 38 миллионов. А Дойл Брансон в знак признания подарил ему одну из своих ковбойских шляп, которую Дэн часто надевает на покерных сериях. Но уважение в покерных кругах Дэн получил не только благодаря своим покерным талантам, а еще и своей благотворительной деятельностью. Фонд, который он основал, ежегодно собирает миллионы долларов, и в нем участвуют многие известные покеристы. Но обо всем по порядку. Дэн Смит родился в 1989 году в США. С раннего детства его привлекали интеллектуальные игры. Родители обучили Дэна игре в шахматы, когда ему было 6 лет, и он добился там немалых успехов, играл рейтинговые турниры, подумал о профессиональной карьере шахматиста. Когда Смит поступил в университет Мэриленда, он претендовал на специальную стипендию как шахматист. Но примерно в то же время начал чувствовать, что шахматы перестали приносить ему радость. Дэн стал искать новые увлечения. Так он открыл для себя покер. Хотя Смит был знаком с покером еще до университета, всерьез он стал играть именно там. Учеба стала отходить на второй план. А после проведенного времени с друзьями-покеристами в арендованном доме на берегу океана, Дэн окончательно решил бросить учебу и сосредоточиться на покерной карьере. Стоит ли говорить, что родителям эта идея не понравилась? Только когда сын стал очень хорошо зарабатывать, это убедило их, что Дэн выбрал правильный путь. Активно играть в онлайне он начал в 16 лет и довольно быстро получил известность в покерных кругах. В его карьере не было сильных провалов. С самого начала Дэн зарекомендовал себя как стабильный выигрывающий игрок. Мне потребовалось много времени, чтобы научиться хорошо играть в покер. В то время все играли настолько ужасно, что работала даже базовая стратегия. Я заходил только с очень хорошими руками, и соперники просто дарили мне деньги. Так говорил о начале своей карьеры Дэн. Дисперсии и бэтбиты не оказывали на него большого влияния. Дэн объяснял очень просто. В покере всегда можно сказать, что ты играл очень хорошо, просто не сложилось. В шахматах такое не пройдет. Ты не можешь винить никого, кроме себя. Поэтому я очень переживал из-за своих шахматных промахов. А вот покерные не оказались чем-то страшным. Представления о банкроле у игроков тогда были смутные. Дэн признается, что мог проиграть 100 тысяч долларов, потом спуститься на лимиты 5-10 долларов или NL 1000 и быстро все отбить. Сейчас такое провернуть намного сложнее, хотя по мнению Смита он и теперь смог бы раскрутиться за год с 1000 долларов. В 2007 году Дэн стал играть на профессиональном уровне, а в 2012 году уже стал игроком года по версии GPI. У некоторых игроков столько времени может занять только подъем по лимитам. У Дэна же обнаружился неимоверный талант к покеру. Первый крупный выигрыш Дэна пришелся на 2007 год в Full Tilt Poker. Он одержал победу в главном событии FITOPS и получил более 200 тысяч долларов. Хотя игра в онлайне давала стабильный заработок, Смиту хотелось попробовать себя в живом покере. В 2008 году из-за своего юного возраста он еще не имел права играть в большинстве казино, но благодаря более щадящему законодательству одного из американских штатов ему удалось принять участие в Heartland Poker Tour. На этой покерной серии Дэну удалось одержать победу в мейн-ивенте и заработать более 100 тысяч долларов. В том же году он выступил на ЕПТ в Барселоне и добрался до финального стола. Когда Смиту исполнился 21 год, он стал разъезжать по всей Америке, играя во многих крупных турнирах. Он регулярно попадал в призы, занимал высокие места в разных сериях, но никак не мог одержать по-настоящую громкую победу. Самым удачным для Дэна выдался 2012 год. Первым в нем стал победа в турнире AC Millions с буй-ином 100 тысяч долларов. Смит получил за нее более 1 миллиона долларов. В хедзапе он играл против нашего соотечественника Михаила Смирнова, и матч продлился 5 часов. Аккуратная игра Дэна принесла ему победу.
Затем он успешно выступил в серии ЕПТ в Монте-Карло, где занял первое место сразу в 3 турнирах с боином 5000 евро. В общей сумме Дэн получил за эти победы более 500 тысяч евро. На следующем этапе ЕПТ в Барселоне в турнире Супер Хай Роллера с боином 50 тысяч евро Дэн одержал еще одну победу, заработав почти 1 миллион евро. Ян, я не буду больше читать текста. Я пойду играть в покер. На ЕПТ в Праге в одном из сайт-ивентов он снова оказался первым. Все эти победы помогли ему в 2012 году стать лучшим игроком года в рейтинге GPI. Несмотря на отличные выступления в живых турнирах, Дэну не удалось получить ни одного браслета в СОП. Наиболее близко он был к трофею в 2016 году. Тогда в турнире High Roller One Drop с боином 111 тысяч долларов он проиграл в хедзапе Федору Хольцу. За второе место Дэн получил 3 миллиона долларов. Дэн и сейчас продолжает доказывать свой профессионализм. В 2019 году он выиграл в живых турнирах 11 миллионов и буквально взлетел в рейтинге All Time Money List. Большую часть этих денег он заработал в августе на самом нашумевшем турнире последних лет Triton Million for Charity с рекордным дорогим боином 1 миллион фунтов стерлингов. Дэн Смит занял там 3-е место и получил 8,7 миллионов долларов. Долгий путь к золотому браслету. Последние несколько лет Дэн стабильно держался в топ-10 самых прибыльных игроков современности. Но у других лидеров его отличало одно – отсутствие золотого браслета в СОП. Дэн регулярно играет на ВСОП и показывает отличные результаты, но добраться до заветного первого места не получалось. Из-за этого Дэна часто называли сильнейшим покер-про без браслета. Браслетный застой продолжался до 2022 года, пока наконец Дэн не открыл счет серии в СОП. Забавно, но завоевать награду ему удалось в одном из самых непростых турниров – чемпионат по хедзапу с боином 25 тысяч долларов. В таком турнире нет любителей, в нем принимают участие всего 64 участника, и, разумеется, это одни из сильнейших игроков мира. Дэн прошел невероятно сложных оппонентов и встретился в финале с Кристофером Фогельсангом. Соперник невероятно тянул время, иногда даже перед тем, как сделать чек, таймер отсчитывал 3 минуты. Но ничего не могло вывести Дэна из себя, он твердо шел к своей цели и смог переиграть немецкого хай-роллера. Приз за первое место по меркам других призовых Смита был не так велик, чуть более $500 000. Но он получил то, к чему шел добрую часть своей карьеры – золотой браслет. Что же помогает ему успешно выступать в течение многих лет, причем в самых сложных составах. Дэн утверждает, что заслуга его покерных достижений состоит не только в умении, но и во внутреннем спокойствии. Он не так сильно, как большинство коллег, переживает полосы неудач. Ему не кружит голову успех, и Дэн не испытывает давления денег. Хай-роллер говорит, что когда играет в турнире за 250 тысяч долларов, он совсем не ощущает, что рискует чем-то значимым. Это помогает абстрагироваться от внешних факторов и сконцентрироваться на игре. Еще очень помогает позитивный настрой. Несколько лет назад я был чип-лидером в хай-роллерском турнире, но вылетел на бабле. И я понял, насколько счастливой у меня жизнь. Да, я мог бы стать богаче, но моя жизнь в результате никак бы не изменилась. Мы часто забываем, как сильно нам повезло. Так комментирует свои неудачные выступления Дэн. Вне покера Дэн старается вести сбалансированный образ жизни. Каждое утро он проводит за медитацией. Это помогает не выдавать эмоции за покерным столом и оставаться спокойным даже при розыгрыше очень больших банков. Правильное питание и занятия спортом помогает оставаться в хорошей форме и не терять концентрацию в течение долгих сессий. Не избегает Дэн и развлечений. Он посещает вечеринки, нормально относится к алкоголю. У него в запасе есть даже несколько забавных историй, вроде той, где он играл с незнакомцами в кости в японском стрип-баре по 100 тысяч долларов за бросок. В процессе гэмблеры умудрились выпить все шампанское, которое нашлось в баре. Также Смит является автором популярной среди покеристов теории, что пиво, заказанное во время последнего уровня игрового дня, добавляет удачи. А каждый следующий заказ только усиливает это влияние. Родилось это суеверие во время одного из турниров, где Дэн остался с очень коротким стеком. Именно тогда он решил заказать бутылку пива, после чего его стек сразу увеличился в 6 раз. Увидев это, игроки последовали примеру. Правда, сработала примета далеко не у всех. Позитив можно найти во всем. Это убеждение Дэн подтверждает своей жизнью. Главное – сохранять физическое и психическое здоровье, заботиться о себе.
Тогда ты будешь в состоянии помогать не только своим друзьям и близким, но и тысячам незнакомых тебе людей. Несмотря на десятки миллионов призовых, американский покер-про заслужил свой высокий статус другими делами. Именно благотворительность сделала Дэна Смита настоящей знаменитостью в покерном сообществе. Приход Дэна в благотворительность не был простым. Несмотря на успешный 2012 год, после него Смит практически впал в депрессию и почувствовал себя потерянным и одиноким. В то время покер-про начал искать способ начать чувствовать себя лучше. Изучая эту тему, он узнал, что оказание помощи другим людям положительно влияет на химию мозга. Дэн начал жертвовать часть своих выигрышей и сразу почувствовал изменения в себе. Это хорошо сказалось на его психологическом состоянии, что отразилось и на игровых результатах. Занятие благотворительностью добавило Дэну мотивации. Он понял, что чем больше выигрывает, тем больше сможет потратить на помощь другим. Тогда появилась идея создать благотворительную организацию, чтобы привлекать к участию других игроков. Основателями фонда Double Up Drive стали Дэн Смит и пара его друзей. Суть заключалась в том, что каждое пожертвование, которое кто-то внесет в фонд, Дэн с друзьями удвоит из своего кармана. Многие покеристы стали охотно присоединяться к проекту, и теперь на турнирах нередко можно встретить участников с логотипом Double Up Drive на одежде. Фонд принимает любую помощь от прямых пожертвований до распространения информации. За первый год работы фонда Смиту удалось собрать $125 тысяч. Еще через год сумма пожертвования достигла $1,7 миллиона. Сегодня Double Up Drive не просто личный проект Дэна. К нему присоединились известные альтруисты и участники фэнтези-драфтов братья Кроули, а также многие профессиональные игроки первой величины, включая Мэтта Эштона, Стивена Чидвига, Элио Фокса, Айрона Мерчика. Большое внимание в Double Up Drive уделяют рациональному распределению собранных средств. Для этого основатели консультируются с некоммерческим фондом, который оценивает эффективность вкладов благотворительных организаций. В 2017 году к участию в делах фонда подключились и русскоязычные покеристы. Вдохновителями этой идеи стали Роман Романовский и Алексей Кравчук. В 2019 году наши покеристы собрали более $50 тысяч. Эта сумма была увеличена втрое Дэном и его командой. Всего же в 2019 году фонд Double Up Drive собрал более $2,7 миллиона. И с каждым годом эта сумма растет. На вопросы, почему Дэн Смит продолжает этим заниматься, он всегда отвечает так: на данный момент лучшее, что я могу сделать для всего мира, это продолжать играть в покер и заниматься благотворительностью. Это сильнейшая мотивация для моего собственного развития. Сегодня Дэн продолжает заниматься тем, что ему нравится. Он играет в покер на самых высоких лимитах, занимается благотворительностью и не против заключить очередное безумное пари. Уже скоро начинается мировая серия покера, и мы с большой вероятностью не раз услышим имя Дэна в стенах казино. На этом наше видео заканчивается, ну а вам я предлагаю посмотреть биографию другого знаменитого покерного профи Фила Ави. Также обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и поделитесь в комментариях своими мыслями о проделанном пути Дэна Смита. Также пишите, чью историю среди покерных знаменитостей вы бы хотели увидеть на нашем канале. Всем пока-пока.